Всем привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Бани Тильда. Предлагаю вам сегодня связать вот такие сапожки. Размер сапожек 9 сантиметров по стопе. Я их вязала к этому платью. И такой вот повязочки с алоха. Увидеть зайку в этом наряде вы можете у меня на странице в Инстаграм. Ссылка в описании под видео. Ну и, конечно, если вам нравится такие сапожки, приглашаю связать их вместе со мной. Для вязания таких сапожек я взяла пряжу 3 цветов, заранее связала подошву, ссылка на нее будет где-то в углу сверху, крючком номер 2,5. Также нам понадобятся ножницы, ну и какой-нибудь декор. У меня это в виде такого деревянного сердечка. Ну что ж, приступим. Для начала обвяжем нашу подошву нитью коричневого цвета. Для этого подошву поворачиваем к себе лицом. Вот ряд, где мы закончили ее вязать. Вводим крючок сзади и выводим, как бы огибая наш столбик назад. Берем нить и вытаскиваем ее. Закрепляем, делаем воздушную петлю, подтяну все хорошо. И теперь оттуда, откуда выводили нить, вот, заходим опять сюда и огибаем уже вот так вот следующий столбик. И вяжем столбик без накида. И опять, откуда выводили, вводим крючок, огибаем столбик и вяжем столбик без накида. И так мы провяжем до конца ряда. Сюда заводим, откуда выводили, и огибаем столбик. Довяжите так до конца ряда. Итак, я довязываю последний столбик. Отрезаю эту нить. Так, сначала сделаем соединительную петлю уже другим цветом. Вот в эту первую петлю нашу делаю соединительную петлю и закрепляю. Коричневую нить мы можем отрезать. В дальнейшем я ее спрячу и закреплю. Следующий ряд будем вязать столбиками без накида. Ой, извиняюсь, с накидом. Сейчас подтяну тут все. Итак, вытягиваю нашу петлю на уровне примерно столбика без накида, с накидом переворачиваю, хватаю нить, делаю вот так и провязываю. И у нас получается такой вот столбик без накида вместо воздушных петель. Дальше весь ряд будем вязать столбиками с одним накидом. В конце этого ряда мы будем делать нашу первую убавку. Встретимся в конце ряда. Итак, я довязала до конца. Здесь мы будем делать с вами убавку. Вот 2 петли у нас осталось. Провязываем столбик с одним накидом, но не до конца. И во вторую петлю также столбик с одним накидом провязываем не до конца. Теперь все 3 петли провязываем вместе. И присоединяемся за заднюю стенку того столбика, который у нас лже-столбик,
И делаем соединительную петлю. Дальше следующий ряд. Вяжем воздушную петлю подъема и вяжем за заднюю стенку петли предыдущего ряда столбиками без накида. Провяжем так до конца ряда. Довязала я ряд и за заднюю стенку петли нашей воздушной первую провязываем соединительную петлю. Вот так. Так, следующий ряд. Вытягиваем также петлю на уровень столбика с одним накидом, проворачиваю, держу, захватываю нить, переворачиваю и провязываю. В следующем ряду мы сначала сделаем с вами убавку. Делаем накид, за заднюю стенку петли также будем вязать, вяжем столбик с одним накидом, но не довязываем. И в следующую делаем то же самое. И теперь все 3 петли вместе провязываем. И дальше вяжем до конца ряда столбиками с одним накидом за заднюю стенку петли предыдущего ряда. Провяжите так до конца ряда. Довязала я этот ряд. Присоединяемся к нашему уже столбику с одним накидом за заднюю петлю, полупетлю. Делаем воздушную петлю подъема. И теперь следующий ряд вяжем столбиками без накида, также за заднюю стенку петли предыдущего ряда. Вяжем так до конца ряда. Довязала я ряд, присоединилась я также за воздушную петлю подъема за заднюю стенку. И теперь вяжем последний ряд, так скажем, бортиков столбиком с одним накидом. Делаем наш воздушный столбик. И столбиками с одним накидом вяжем до конца ряда. В конце ряда будем делать последнюю убавку на наши пяточки. То есть довяжите здесь, не довязывая 2 петель. Итак, не довязала я 2 петель, вяжем в них убавку. Накид, вяжем столбик, но не довязываем до конца. И опять во вторую петлю то же самое, столбик, не довязываем до конца и 3 петли провязываем вместе. Присоединяемся в наш лжестолбик, также за заднюю стенку петли делаем воздушную петлю и все, так скажем, бортики наших ботиночек готовы. Нить здесь не отрезаем. Итак, сейчас нам нужно найти с вами центральных 30 петель. Для этого складываем пополам, находим центральную петлю, вот она, и вставляем туда маркер, ну или как я, все теми же кусочками ниток. Так мне удобней. Отметили. Теперь отсчитываем сюда 15 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот у нас 15.
теперь в эту сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все. 30 петель центральных наших отмечено. Теперь я беру нить следующего другого цвета, который потемнее. Вставляем крючок в отмеченную петлю. Присоединяем нить. Так, за заднюю стенку петли закрепляю нашу ниточку. Дальше будем вязать мысок, столбики с одним накидом. Вытягиваю петлю. Здесь я все еще подтяну потом и делаю наш... Так, запуталась, секунду. Что ж такое, прям так. Вытягиваем, держим крепко, захватываем и провязываем. Дальше будем вязать 14 столбиков с одним накидом под одной вершинкой, то есть будем делать убавки. Захватываем, провязываем столбик, но не до конца. Вяжем также в следующую петлю, за заднюю стенку не забываем. Также провязываем и уже 3 петли вместе. Итак, нам нужно провязать 14 столбиков с одним накидом под одной вершинкой. Закончить мы должны одним столбиком. Следующую не довязываем. И опять 3 столбика, 3 петли вместе. Ниточку я, как видите, ввязываю, хвостик. Так, давайте довяжем до второй отмеченной петли. Так, я довязала, и мне осталось в отмеченную петлю провязать столбик с одним накидом. Вот что у нас получилось на данном этапе. Теперь вяжем воздушную петлю подъема, переворачиваем и провяжем 16 столбиков без накида. Это у нас первая воздушная петля считается. И раз, то есть второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Ну и так до сюда. Не забывайте в первый столбик тоже провязать петлю. Довязали. Разворачиваем наше вязание. Я выворачиваю, потому что мне так удобнее, то есть как вам удобнее, смотрите сами. Это как бы не обязательно. Так, для начала давайте свяжем наш мнимый столбик с одним накидом. Развернули. И теперь будем вязать так же, как и здесь, убавки. Получается, у нас будет 7 столбиков с одним накидом под одной вершинкой. Вяжем первый столбик, не довязывая, затем второй.
так до конца ряда. В конце у нас должен получиться один столбик с одним накидом, одиночный. Довязали, делаем воздушную петлю, разворачиваемся и теперь поступаем следующим образом. Все петли соберем в одну. Раз, вытягиваем, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так, 8. Вот она. То есть у нас вместе с этой воздушной петлей получилось 9 петель на крючке, и теперь их нужно все вместе провязать одной петлей. Вот так. Хорошенько затянем и свяжем воздушную петлю и еще одну. Все. Вот что у нас получилось. Такой мысочек. Эту нить можно уже обрезать. Там я ее потом закреплю и спрячу. Итак, теперь нам нужно связать с вами верх ботиночка. Вставляем крючок в нашу петлю задника. Вязать мы будем столбиками с одним накидом. Вязать также будем за заднюю стенку петли предыдущего ряда. И нам с вами нужно довязать остановиться, в общем, нужно вот здесь. Вот эту петлю, вот эту петлю, вот эту и следующую мы провяжем, сделаем убавку из 3 столбиков с одним накидом. То есть из 3 петель сделаем одну. Итак, дошла до этого места. Вот у меня одна петля осталась. Делаю накид, провязываю столбик с одним накидом, но не довязываю его. Теперь вставляем крючок в эту же петлю, первую, с которой начинали. У нас подрастянулась. Так. В принципе, можно еще, там есть перемычка сзади. Когда вот так вот смотришь туда, вот она, можно за нее вот так зацепиться, и тогда растянутость это уйдет. И у нас все равно передняя полупетля останется здесь. Также провязываем, но не до конца. И теперь вот в первый столбик с одним накидом нашего мыска вывязываем в него. И теперь все 4 петли провязываем одной петлей. Вот что у нас получилось. Теперь нам нужно по вот этой линии мыска провязать столбики с одним накидом. Так. Раз столбик. Два столбик. Три. Куда-нибудь сюда. 4 в серединку, 5, 6, 7,
запуталась. 7. 8. 9. Что ж такое? 9. Так. И 10. Дальше нам нужно также связать, как и по этой стороне, убавку. Сначала ввязываем вот в этот столбик. Затем, откуда у нас идет первый наш столбик, я захвачусь там еще за перемычку, и в следующий. И все 4 петли провяжу вместе. Дальше вяжем до конца ряда столбиками с одним накидом. Довяжите этот ряд до конца. Я довязала, присоединилась к первому столбику. Дальше 4 ряда нам нужно будет связать резиночкой. Вытягиваем петлю, делаем мнимый столбик с одним накидом и вяжем резиночку. Делаем накид, огибаем наш столбик предыдущего ряда. Это у нас будет лицевая петля. И провязываем столбик с одним накидом. Дальше делаем накид и сзади обхватываем второй столбик. Это у нас будет изнаночная петля. И так, чередуя лицевой и изнаночной, мы с вами провяжем до конца ряда. Последний наш столбик провязываю я изнаночным также. Присоединяюсь к мнимому столбику. Делаю столбик подъема. И теперь один ряд мы провязали, нам нужно провязать еще 3 ряда. Лицевые вяжем над лицевыми столбиками, изнаночные над изнаночными. Итак, провяжите еще 3 ряда, то есть вот этот и еще 2. Итак, я довязала резиночку, закрепила ниточку здесь, спрятала ее. Нам осталось связать с вами шнурок. Шнурок свяжем из 75 воздушных петель, но если вам будет мало или много, вы можете, конечно, больше либо меньше сделать. Смерите уже на ботиночек, сколько вам будет нужно. И вот так вот с помощью воздушных петель свяжем шнурок. Затем вденьте этот шнурок. Я его вдевала в лицевые петли через лицевые столбики через один. Видите, у меня такой небольшой и не длинный, и не короткий получился. Думаю, может сюда еще что-то сделать, но это ладно. То есть и вот так вот его потом вставьте.
я сейчас тоже свяжу, ставлю, пришью сердечко свое деревянное и вернусь. Ну что ж, все, мои ботиночки готовы. Я пришила сердечко, вставила шнурочек. Вот что у нас получилось. Вам спасибо, что вязали вместе со мной. Хорошего вам настроения и до встречи.